Всем привет! С вами Светлана Иванова из школы йога-терапии. Сегодня поговорим о том, как правильное дыхание влияет на вашу шею и почему правильное дыхание – это предупреждение очень многих проблем со здоровьем, и в том числе с опорно-двигательным аппаратом. В этом видео вы узнаете о том, какая главная причина проблем шеи и как ее можно легко избежать. Обязательно смотрите ролик до конца, так как в конце видео я покажу одну очень простую, но эффективную технику для шеи. Различные проблемы и боль в шее – это распространенное явление, начиная уже с детского возраста. Такая же распространенная, как и боль в пояснице. Причин может быть множество, но я хочу обратить ваше внимание, как просто правильное дыхание может снизить риск развития этих проблем. О правильном дыхании я уже рассказывала, и у меня есть видео на канале, которые получают большой отклик. Поэтому я решила продолжить эту тему. И для того, чтобы у вас была более ясная картина, как это все взаимосвязано, дыхание, шея, я вам расскажу немного об анатомии. Как я вам уже рассказывала, главной мышцей дыхания является диафрагма. Но если быть более точными, то диафрагма – это главная мышца вдоха. А вспомогательными мышцами вдоха являются мышцы шеи, а именно лестничные и грудино-ключично-сосцевидные. Это больше боковые поверхности шеи, которые выполняют вращение и поворот головы в сторону. К чему я веду? А веду я к тому, что если мы в своем дыхании не используем диафрагму, то дышать начинают мышцы шеи. И очень часто организм забывает, что он может дышать иначе. Я попробую вам сейчас показать. Сейчас я дышу спокойно, и я использую диафрагму. Посмотрите на мою шею. А теперь я попробую дышать поверхностно и буду использовать вспомогательные мышцы. Посмотрите на мою шею. Я делаю более глубокий вдох, чтобы было наглядно, чтобы вы могли увидеть, какая разница. Я дышу сейчас вспомогательными мышцами. Запомните. И теперь я дышу диафрагмой. Я делаю такой же глубокий вдох. Что вы можете заметить? Когда я дышу диафрагмой, плечи, шея расслаблены. И когда я дышу шеей, напрягаются плечи, вверх уходят ключицы, напрягаются боковые поверхности шеи, иногда напрягается также челюстной сустав. И как бы, вроде, что тут такого? Какая разница, чем я дышу? И чтобы вы поняли эту разницу, я вам просто немного расскажу, что может быть со здоровьем, если мышцы шеи перегружены. Сейчас мы не будем говорить о задней поверхности шеи. Здесь тоже мышцы часто уходят в тонус и добавляют проблем в общую картину. Об этом мы поговорим чуть позже. А пока мы просто поговорим о дыхании и связь дыхания с нашей шеей. Итак, что происходит с организмом, если мышцы шеи, которые участвуют в дыхании, перегружены? Давайте по порядку. Первое. У нас здесь проходит сонная артерия, которая снабжает головной мозг кровью. Ухудшение кровоснабжения – это как минимум головокружение, ухудшение зрения, рассеянное внимание и плохая память.
Второе. Здесь у нас проходит еремная вена. Это одна из самых крупных вен, которая уносит кровь из черепа. Она отвечает за венозный отток, то есть уносит углекислый газ и токсины из головы. Нарушение венозного оттока как минимум приведет к головным болям, отечности лица, затруднению носового дыхания. Это очень губительная проблема, которая плохо диагностируется. Наверное, многие из вас сталкивались с головными болями, особенно утром или после работы. Что находится у нас здесь? Блуждающий нерв и отвечает как минимум за дыхание, работу сердца, пищеварение, расслабление нервной системы. Далее, диафрагмальный нерв. Дыхание, работа диафрагмы. И плюс укорочение диафрагмального нерва может приводить к нарушению осанки и сутулости. Помимо всего этого, между данными мышцами у нас находятся щитовидная и паращитовидная железы, гормональная система. И если данная область перегружена, эти органы не получают достаточного кровоснабжения. А щитовидные и паращитовидные железы отвечают за обмен веществ, усвоение кальция в организмом, регуляцию психических, окислительно-восстановительных и репродуктивных процессов. Плюс ко всему, если дыхание поверхностное, то мышцы шеи начинают брать на себя лишнюю нагрузку, работая за мышцы пресса и мышцы кора. Об этом я рассказывала в своем предыдущем видео, как проблемы с поясницей связаны с правильным дыханием. Если вы еще не смотрели это видео, обязательно посмотрите. Вы, наверное, сталкивались с такой ситуацией, когда вы хотите укрепить мышцы пресса, у вас начинает жутко болеть шея. Я это часто вижу на своих занятиях у своих клиентов. Что происходит? Мышцы пресса не включаются, и эту работу хочет выполнить шея. Это неправильно. Надо включить мышцы коры и пресса за счет правильного дыхания и освободить мышцы шеи. Я уже не говорю о работе за компьютером, о неправильной осанке, о хроническом напряжении в плечах, об ангинах, трахеитах. Все это значительно усугубляет состояние шеи, и в результате мы получаем кучу проблем со здоровьем и бесконечное хождение по врачам и обследованиям. Решила рассказать вам один случай из моей практики. Я надеюсь, моя клиентка не обидится о том, что я рассказываю. Ко мне пришла молоденькая девушка. Когда она звонила и записывалась на прием, она уже плакала. Когда она пришла, у нее реально из глаз текли слезы. Она мне рассказала такую историю, но я не буду в подробностях, но уже 5 лет ее мучила тошнота и 2 года головокружения. Она не могла смотреть вдаль и постоянно чувствовала нестабильность, боялась садиться за руль и так далее. Она ходила без врача, ей навыписывали антидепрессанты и так далее, да, то есть списали все это на психику, ну, ничего не помогало. На первом сеансе я расслабила ей шею, я расслабила ей диафрагму и отработала блуждающий нерв. Уже после первого сеанса тошнота прошла. Вы просто подумайте сами, 5 лет тошноты, да, и час работы на кушетке. Хорошо, час работы моей как остеопата, но я вам даю техники и советы, как вы можете помочь себе сами. После второго сеанса мы доработали шею, позвонки, состояние изменилось, головокружение прошло. Но сам факт, вы просто задумайтесь, многие люди годами мучаются с какими-то такими проблемами, у них нет просто жизни, никакого качества жизни. И иногда все можно довольно легко исправить. Поэтому я как
и остеопат, и как медик, и как преподаватель йоги. Я знаю, как можно использовать свое тело и помочь ему, да, не приходя к остеопату на кушетку. Конечно, так быстрее и так лучше, но не у всех есть возможность попасть к таким специалистам. Поэтому, друзья, пожалуйста, берите мои техники, пользуйтесь моими знаниями и будьте здоровы. И, кстати, пока готовила это видео, пока его писала, рассказывала о своей клиентке, вспомнила о себе. До медицинского образования у меня было высшее экономическое. Я работала главным бухгалтером в офисе 15 лет. И в йогу я пришла, когда я потеряла, наверное, здоровье полностью. У меня болела поясница, болела шея. У меня так болела голова, что я регулярно каждую неделю ходила на иголки, на массаж. Но закончилась моя карьера тем, что я просто начала падать в обмороки, у меня начались панические атаки. Я вспомнила просто себя и как я ходила по врачам, как мне выписывали антидепрессанты, транквилизаторы. И я очень рада, что я на это все не подписалась. Я попала к замечательной женщине, целителю. Она мне помогла, посоветовала заняться йогой. Я начала заниматься йогой. И сейчас мне 45, тогда мне было 30. У меня совершенно другое здоровье, и у меня совершенно другое качество жизни. Так что, пожалуйста, занимайтесь собой, занимайтесь своим здоровьем и не рассчитывайте на волшебную таблетку. Итак, резюме. Как мы можем себе помочь? На мой взгляд, достаточно 3 простых пунктов. Первое. Важно научиться расслаблять плечи. Важно научиться расслаблять трапецию. А это надо делать регулярные упражнения для плеч и шеи, которые я показывала в своем видео «Офисная йога» или «Как убрать боль в шее». Второе. Очень важно проверить, как вы дышите, важен стереотип, ваш паттерн дыхания. И если у вас нет этого правильного стереотипа, пожалуйста, переучите свою нервную систему, начните использовать диафрагму в своем дыхании и снимите нагрузку шейного отдела. И третье, я сейчас покажу вам простую технику, как вы можете себе быстро помочь и расслабить шею в случае, если у вас сильно болит голова, либо вы просто чувствуете, что ваша шея устала. Итак, техника, которую я вам обещала показать. Перед ее выполнением, если у вас есть доступ к груди, прощипайте свой грудной отдел и ключицы, улучшая лимфоток. Это бывает не очень приятно, вначале бывает болезненно, но поверьте мне, эти неприятные ощущения со временем пройдут. Вот так вот крапивкой прощипайте свою грудную клетку ниже ключиц. Ну и ключицы тоже в том числе. Хорошо. Техника. Смотрите. Левой ладошкой, левой рукой вы берете противоположную сторону шеи. И основанием ладони от затылка начинаете тянуть ткани шеи вниз, в ключичную ямочку, а голову поворачиваете в противоположном направлении, усиливая данное вытяжение. Выглядит это так.
от затылка в ключичную ямочку. 5-10 раз. И также потом с другой стороны. Выполнять этот прием можно несколько раз в день по необходимости, по вашему желанию и вашему самочувствию. И я вас уверяю, друзья, если вы приучите себя дышать правильно и будете следовать моим советам и регулярно выполнять упражнения, которые я показываю, уже в очень скором времени вы почувствуете изменение своего самочувствия. Ваша шея, плечи, живот расслабятся, вы сможете легче управлять стрессом, голова станет ясной, а жизнь наполнится красками. Практикуйте, друзья, не ленитесь, и ваш организм отблагодарит вас крепким здоровьем. И, конечно же, если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Увидимся с вами в следующих моих видео. До встречи! Желаю всем здоровья! Пока!